Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу вам про тот самый разворот Нептуна, который случится с нами в начале декабря 2023 года. Ну что, как говорится, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Итак, планета творческих людей, креативщиков, планета душевных переживаний, измен, розовых очков, можно это так сказать, да, розовых очков, планета иллюзий, планета обмана, планета такого глобального мирового блефа разворачивается, да. Точно так же это планета стихий, стихийных бедствий, да, то есть природа, погода, звери, животные, да. Вот за это отвечает Нептун. Планета сложная, планета глобальных мощных переживаний. Все то, что отделяет толстые слои психики, тонкие, да, далекие, и наше подсознание. Да, это наше подсознание, это наша интуиция. За это все отвечает Нептун, и он наш дорогой, большой, любимый и красивый, конечно же, разворачивается. В начале декабря, с 3 по 9 декабря он разворачивается, то есть с 3 декабря он замедляется и в таком статичном положении будет аж до 9 декабря включительно, да. И 10 декабря он уже пойдет как надо в директном положении. Что же это означает в глобальном смысле? Для всех вообще обычных людей, что это такое? А это ни много ни мало за все то, что отвечает Нептун, все то, что я перечислила ранее, все, что связано с этой планетой, оно в прямом смысле остановится, да. То есть, если сейчас у вас вы находитесь в фазе больших любовных глобальных переживаний, то они у вас точно так же будут продолжаться. Ничего решаться не будет, все начнет решаться с 10 декабря, да. Плюс, естественно, фаза остановки, вот это как раз-таки с 3 по 9, вот как раз происходит сам момент, да, и еще неделя до и неделя после, то есть в конце ноября и еще вторую неделю декабря мы все это ощущаем. Самые сильные, ловкие, умелые, все те, кто прекрасно работают и на физической силе, и на понимании, и на ответственности, то есть все, кто не просто на одном вдохновении выезжают, уже смогут что-то внедрить, сделать, завершить, то есть прокрутить все свои дела. Кто подвисает в переживаниях, в уныниях, кто зависит от эмоций, те, конечно, еще немножко задержатся, да. Да, мои дорогие, здесь история связана как раз-таки с чрезмерным переживанием этих эмоций, с чрезмерным осознанием всего того, что происходит именно по нептунианской сфере. Да? Работаете ли вы в творчестве? Значит, проекты остановятся. Работаете же вы в международных проектах, да, с заграничными проектами, с очень большими деньгами. Они, такое ощущение, словно подвиснут. Да? На момент вот этой остановки Нептуна, его разворота как раз-таки, Нептун будет в секстиле с Ураном и с Плутоном. И здесь, конечно же, все вот эти, он будет задевать все остальные проекты. Да? То есть 3 высшие планеты, они будут как бы связаны, да, и не останутся незаметны. Будет такое ощущение, будто все замедлилось. То есть течение жизни будет вот такое, в замедленном состоянии. Сложно будет на воображении выехать, на вдохновении. Захочется, если говорить обыденным языком, просто полениться. Как раз-таки в этот момент разворота на небе еще складывается такая мощная комбинация у Плутона. Плутон становится в квадрате с Венерой, и здесь, которая на секундочку с южным узлом в соединении в этот момент, да, то есть здесь момент любовных отношений, любовных коммуникаций, разборок, я бы так сказала, да, то есть историй прошлых, историй незавершенных, да. Поэтому я в самом начале видео сделала такой акцент, то есть розовые очки, иллюзии, обманы, интриги, скелеты в шкафу, лемурные истории, любовники, любовницы,
со всеми уже здороваюсь, все они повылазят из прошлого, то есть финальная их такая, как бы говорю, финальный их марш, да, будет. Поэтому здесь, дорогие, просто понимайте, Нептун развернется, и в этот момент вторая неделя декабря будет прям уже такая хорошенькая. Там вот прям вот эту неделю до завершения лунного цикла прям начнет отпускать. Вы почувствуете, как начнет отпускать вот эта вот вся любовная история, переживания, которые завязаны в том числе на деньгах, да, то есть и все те проекты, которые связаны с деньгами, большие проекты, прибыль, которую вы недополучили, она как раз начнет разворачиваться во второй неделе декабря после разворота Нептуна, потому что там как раз и Плутон расслабляется, и Нептун идет как надо, да. Еще, правда, ретрограден Уран, но это уже нам всем сейчас необходимо поработать с прошлым. Кого затронет разворот Нептуна? Он затронет в прямом смысле рыб, он заденет стрельцов, он заденет скорпионов, точно так же водолеев, то есть у этих знаков зодиака будет прям, ну, движняк. Заденет, естественно, овнов, да, то есть здесь будет вопросы, Нептун будет задавать такой тон, отсылочки к прошлым недоделанным кармическим задачам, да, то есть где не доработали, не разобрались, и всплывать будут ситуации, которые не доделали раньше, не захотели сделать ранее, и они даже не сколько связаны с финансами, да, то есть прибыль, когда вы разберетесь со своими задачами нерешенными, вы получите в виде финансовой прибыли, да. Вопросики там очень интересны, как раз таки взаимоотношения с женщинами, с друзьями, с подругами, с мамами. Здесь история вот такая связана, очень тонко проходит женская линия, женская грань именно в этом развороте Нептуна. И здесь необходимо будет как раз таки подумать, где у вас скопилось столько обиды, столько злости, да, что вы не хотите вот обратно туда возвращаться для того, чтобы это сделать. Но сделать необходимо. Для чего? Да, просто ради себя, чтобы пойти дальше, разобраться вот с этими задачками, которые постоянно так неудачный момент выскальзывают, которые не дают спокойно жить, да, поэтому здесь, мои дорогие, мой совет. Разбирайтесь с теми задачами, которые к вам в жизни приходят. Те люди, которые возникают в вашей жизни повторно, они возникают не просто так. Не потому, что там им захотелось и вам захотелось, просто потому, что Вселенная их послала вам для того, чтобы с помощью них вы отработали все свои кармические долги, где в этой жизни, в прошлой жизни. То есть наработали определенные задачи, выдрессировали себя, да, наработали определенные манеры, чтобы достичь того самого уровня жизни, который вы хотите. Потому что, еще раз говорю, разворот этой планеты расширяет ваше мировоззрение и понимает, ну, какой воды вы рыба, грубо говоря, да, в каких водах вы можете плавать, точно, между прочим. Поэтому понимаете, амбициозная вы рыба или вы рыба, которая, ну, так себе, в проруби, да. Поэтому здесь вопрос очень сильный. Мы вступаем с вами в ближайшие 12 лет глобальной солнечной активности. Места под солнцем хватит всем и здесь, и здесь. Понимаете, что вы хотите. Потому что солнца хватит всем, но кто как себя проявит, кто как бы скажет, я готов получить то, зачем я пришел сюда, в эту жизнь, так, пожалуйста, конечно, для этого и существуют такие развороты глобальных планет мощных, да, чтобы, как говорится, остановить нас и столкнуть нас опять с той ситуацией, где мы не доработали. Это не всегда приятно, это вообще неприятно, я вам так скажу. Обычно, когда происходят такие развороты планет, люди думают, блин, почему опять-то проблемы возникают? Ситуация такая случается, как будто все сталкивается в одно, специально что-то происходит для того, чтобы напрячь, для того, чтобы, ну, в прямом смысле отвлечь от дел, для того, чтобы все думают, специально мне вот эти проблемы, чтобы вот я просто хуже жил. Да нет же, проблемы — это задачи, которые мы не решили. Вот и все. И как только мы начинаем спокойно эти проблемы преодолевать, без каких-то нервных распылений, без того, чтобы кому-то что-то предъявить, когда мы понимаем, так, окей, здесь это всплыло, значит, что-то я вот сам честно
честно себе ответил, потому что на самом деле разворот Нептуна, он будет не очень сложный, но ситуации разрулятся, но он дает большой, мощный, прям такой добрый толчок к развитию, да, поэтому, мои дорогие, работаем, можно засидеться, можно ждать, можно ничего не делать, но вы же знаете, это не моя тактика, как минимум. Да, дорогие, предлагаю разобраться сейчас, потому что следующий момент, когда нам снова будет дан шанс разобраться в тех делах, проектах и задачах, которые мы не доделали ранее, этот шанс возникнет у нас только в июле 2024 года. Там тоже будет Нептун ретроградный полгода. И если вы готовы столько ждать, окей. Если же нет, разбираемся сейчас. Финальный шанс доделать все то, что вы не сделали за вот это время, что он был ретроградный. Почти, вот пару сантиметриков, да, как говорится, экстремалим по чуть-чуть. Вода уже, кстати, очень холодная. Поэтому, мои дорогие, открывайте свою натальную карту и смотрите, где у вас стоит Нептун, за что отвечает Нептун, управителем какого дома он является, для того, чтобы понять, за что же он у вас отвечает. И здесь в комментариях, если вы не знаете, как смотреть, делайте ссылку на свою дату, время, место рождения. Я буду смотреть и говорить вам, в каком доме у вас находится Нептун, за что он у вас отвечает и в какой сфере он сейчас проедет и прокатится, для того, чтобы именно вы разобрали свою историю. Да, дорогие мои, Нептун сложная планета, которая отвечает за очень много историй, странных историй. Те истории, которые мы не хотим показывать, те истории, которые мы хотим скрыть, но для того, чтобы разобраться, как повлияет на вас именно этот разворот Нептуна, посмотрите следующее видео, оно выйдет буквально сегодня же на канале. Ставьте там, оставляйте комментарии для того, чтобы разобраться, где у вас расположен Нептун и помогает ли он вам в жизни или мешает. Нужно же вам его усмирять, нужно ли вам с ним дружить, или же это просто персонаж личности, который играет свою роль и ничего особенного. В целом же разворот этого Нептуна не будет таким трагичным, не будет таким печальным, не принесет какие-то ужасные мировые события. Все, что будет происходить в разворот этого Нептуна, однозначно пойдет на пользу. И здесь, конечно же, стоит задуматься, что же мы такого не сделали в прошлом для того, чтобы эти задачи вернулись к нам снова. Я желаю вам прекрасного и гармоничного разворота Нептуна для того, чтобы все, что вы хотели сделать, у вас получилось.